Добрый день, Дмитрий. Меня зовут Сурков Александр. Я являюсь трейдером на криптовалютных рынках с 2016 года. И сегодня имею прекрасную возможность попасть к вам в офис и узнать побольше о вашем прекрасном проекте GoldMint, который связан с золотообрабатывающей индустрией. Я понимаю, что вы к этой идее пришли не просто так. Вы имеете огромную экспертизу в отрасли золота, золотой торговли и переработки. Поэтому расскажите, пожалуйста, поподробнее. Ну, в двух словах, мы действительно пришли к этой идее не случайно. Наша компания, которая принадлежит мне и моим партнерам, является лидером российского рынка по обороту вторичного золота. Нам принадлежит ломбардная сеть, старейшая в России ломбардная сеть Мосгорломбард. И мы давно думали о том, какую бы предложить рынку новую форму взаимодействия с физическим золотом, потому что все формы, такие как монеты, слитки, металлические счета, это что-то из прошлого века, технологии двигаются вперед, поэтому мы давно задумали создание какого-то производного продукта, который будет облечен в форму криптотокена и будет свободно обращаться среди криптокомьюнити. В 2017 году мы озвучили эту идею в сообществе, нас поддержали, нам сказали, что действительно идея стейблкоина, она очень востребована, и, соответственно, в ноябре мы провели ICO, и сейчас мы уже близки к финальной запуске нашего проекта. Собственно, в чем наш проект, в чем его суть? GoldMint это блокчейн-сеть, Proof of Stake блокчейн-сеть, поддерживаемая мастернодами. Основным токеном этой сети является стейблкоин Gold. Ну, блокчейн, это вы знаете, такой самый известный, древний и надежный, и за которым следит весь рынок. Эфир — это смарт-контракты, блокчейн, в котором есть смарт-контракты, Ripple — это что-то такое межбанковское, ну и так далее, и так далее. Так вот, GoldMint — это блокчейн, у которого особенностью токена которого является его стабильность. То есть сегодня он стоит столько же, сколько стоит золото, завтра он стоит столько же, сколько стоит золото. И это позволяет создавать на его базе совершенно различные проекты, которые нуждаются, с одной стороны, в быстром обмене какими-то активами, с другой стороны, проекты, которые должны давать защиту от высокой волатильности. Ну вот, в частности, мы еще в процессе подготовки ICO объявили о том, что одним из пилотных проектов, сделанных на базе нашей блокчейн-сети, будет токенизация тех залогов, которые хранят ломбардные сети, в первую очередь наша ломбардная сеть, но и другие. Собственно, для этого мы и уже вот к данному моменту, то есть чего мы достигли, ICO мы завершили в середине ноября, и, собственно, как мы обещали в нашем roadmap, ну, с небольшими, естественно, корректировками, мы выдаем составные части этого продукта. То есть первое мы запустили в апреле непосредственно сам этот стейблкоин Gold, пока на эфире, пока наша сеть готовится. И как мы связали физическое золото и стейблкоин? Наша компания, сингапурская компания GoldMint, мы открыли счет у одного из старейших брокеров Америки, который позволил нам купить физически 100 унций золота чистейшей пробы, 999 пробы на Чикагской бирже. Мы оплатили, мы купили, мы положили на склад. И, соответственно, после этого мы выпустили 100 токенов Gold, которые сейчас находятся в обращении в сети эфир. То есть это немного, но это уже позволяет нам проводить некоторые эксперименты. Насколько я слышал, по-моему, уже все токены ушли в оборот, и даже ликвидности. Ликвидности, конечно, недостаточно. Сейчас мы готовим следующий выкуп. Они не все ушли в оборот. Часть мы используем для поддержания этой ликвидности. Мы выпустили этот токен на биржу Yobit, мы выпустили токен Gold, соответственно, на биржу Bancor, на другие биржи. И здесь мы уже видим, что даже при такой небольшой эмиссии есть определенный спрос, и мы работаем над тем, чтобы увеличить эту эмиссию. У нас есть ряд запросов от компаний, которые владеют золотом, фонды, от которые перерабатывают золото, которые его добывают, о том, чтобы мы под их запасы, которые они имеют, выпустили этот токен и предложили его на рынок. Собственно, токеном Gold, я думаю, мы не ограничимся. У нас были переговоры с производителями других commodity активов, алюминия, урана, там, алмазов, угля, которые также заинтересованы в том, чтобы токенизировать вот эти вот природные богатства, и наш блокчейн позволяет это сделать. Но это был первый шаг. Да? Дальше мы объявили о том, что мы еще на этапе ICO, мы сказали, что мы должны успеть к середине этого года, то есть к июлю,
сделать, собственно, наш блокчейн. У нас была очень непростая дилемма выбора, то есть на каких технологиях это делать, потому что не хотелось сделать просто какой-то ребрендинг очередной BitShares, не хотелось сделать какой-то форк, потому что нам нужна совершенно другая методология эмиссии токена. То есть в отличие от других блокчейн-сетей, где эмиссия происходит в процессе майнинга, либо она там предэмиссия полная, нам нужна эмиссия по требованию, и при этом нам нужна полная защищенность и высокая скорость. Поэтому нам пришлось перебрать вообще все, что было на рынке на тот момент. Мы скачали все, что было в гитхабах, все изучили и выбрали команду, очень сильную международную команду, состоящую из японских инженеров, из русских инженеров. Это команда Sumus, они делают сейчас блокчейн-решения для ряда стартапов, и для нас они разработали Proof of Stake блокчейн на базе MasterNode, который удовлетворяет нашим требованиям. То есть, по сути, логика смарт-контракта, которая была нам нужна, то есть централизованная эмиссия и децентрализованный оборот, мы разместили внутри как раз MasterNode, всю эту математику, всю эту логику. И мы уже больше чем месяц назад уже показали, как этот блокчейн работает. Сейчас мы его тестируем. В принципе, любые желающие, которые хотят принять участие в тестировании, мы готовы предоставить эти мастер-ноды на тест. У нас работает тест-нетворк уже в полном объеме, там идут транзакции, тестовые пока транзакции. И мы планируем, что в течение 2 ближайших месяцев мы завершим тестировку, завершим разработку базовых интерфейсов, такие как кошельки, сканеры, инструменты миграции из эфира в наш блокчейн. И самое главное, мы завершим интеграцию с одним из первых наших клиентов, с ломбардной сетью, которая планирует внутри нашего блокчейна Goldmint, хранить информацию о залогах, золотых залогах, хранящихся в их отделениях. И уже этот контракт, только один этот контракт позволит нам создать оборот вот этого нашего голдкоина внутри нашей сети, и все держатели mint токенов, которые будут использовать их для поднятия мастернод, собственно, в чем и заключалась основная идея нашего ICO, что мы продаем токен mint, с помощью которого вы можете поднять мастерноду и заверять транзакции в нашем блокчейне, получать комиссии. Вот один этот контракт с одной этой блокчейн-сетью уже позволит всем держателям mint токенов зарабатывать. И еще одним обязательным и очень интересным элементом нашего проекта был ломбардный робот. То есть нам для того, чтобы понимать, что в ломбардах действительно есть эти залоги, в качестве оракула мы хотели использовать робота. И никто не верил, что это можно сделать, что можно сделать робота, который сам определяет пробу золота, который будет стоять в ломбардах и будет как раз проводить аудит этих кладовых. И вот его мы, он уже есть, он уже работает. Мы несколько раз публиковали видео с этапами его разработки. Он будет представлен широкой публике, я думаю, одновременно с запуском всей сети. Мы так и обещали, что это будет 3-й квартал этого года, но вот уже буквально сегодня я еду очередной раз в нашу лабораторию, которая находится в городе Казань, и там мы уже финальные будем делать штрихи. Поэтому, собственно, еще раз, Goldmint — это блокчейн для реализации проектов, нуждающихся в стабильной какой-то валюте. Пилотным проектом, который мы сами реализуем на базе нашего блокчейна, будет токенизация запасов ломбардных сетей. И таких проектов у нас уже выстроен целый такой пайплайн проектов. Это и криптоноты на базе, я могу рассказать попозже, что это такое. Мне больше такой вопрос интересен. Вот я знаком также с другими проектами, которые связаны с золотом, которые также пытаются токенизировать золото. Для меня очень важной отличительной возможностью является то, что вот эти custody-боты, роботы, они размером с ATM, правильно? Это что-то типа банкомата. Да, они ведь будут расположены в разных ломбардах, и доступ будет иметь только оператор. Вопрос в том, что другие проекты говорят, мы токенизируем золото, но все их золото находится в одной ячейке. И вся ответственность ложится на третье лицо, на аудитора, а здесь идет, как по одному из канонов, то, что идет децентрализация локации золота, оно расположено по разным роботам, и это действительно уже ближе к истине, когда вот мы говорим о децентрализации, демократии, это вот действительно очень интересно. Мы пытаемся решить проблему именно оракулов, потому что в блокчейне информации, какой бы он ни был, да, мы знаем, что изменить ее действительно очень сложно, практически невозможно. Но
неизменность информации не гарантирует ее достоверность. Потому что достоверность информации, все равно кто-то ее заносит в этот блокчейн. И вот если ее заносит человек, то вопросы все равно к этому возникают. Совершенно правильно, аудитор может дать заключение на бумаге, но все равно кто-то это заключение внутрь блокчейна заносит, и кто-то делает эмиссию. На самом деле мы используем и тот метод, и другой. То есть у нас есть часть эмиссии, которая обеспечена золотом, купленным на бирже, как я уже сказал, и мы будем продолжать наращивать эту эмиссию. Часть эмиссии происходит за счет этих кастоди-ботов, которые будут, когда они будут стоять, потому что мы не можем ждать, пока мы его разработаем. Там достаточно длинный процесс его разработки, адаптации. Ну, то есть это несколько лет уйдет на то, чтобы обеспечить достаточное количество эмиссий для того, чтобы обеспечить потребность в стейблкоине в этой экономике. Потому что мы поэтому не можем ждать. Поэтому у нас будет и то, и другое, и, возможно, будут какие-то другие способы обеспечения. Но в любом случае все они будут максимально прозрачны. Вот сейчас уже на сайте есть раздел Transparency, который можно зайти, посмотреть, почитать документы. При необходимости мы всегда готовы к любому аудиту. И, собственно, это и отличает нас от других проектов, которые пытаются токенизировать другие формы активов, что мы в любой момент готовы к этому аудиту. Вот, и вот по поводу кастоди-бота, я знаю, что вы начали его разработку сразу с окончания вашего ICO, то есть с ноября 2017 года. На текущий момент расскажите, что внутри уже собрано, за какой срок проходит оценка изделия и на каком этапе сейчас идет разработка? Ну вот как вы можете видеть на ролике, на самом деле мы начали оценка происходит поэтапно, то есть сначала мы используем спектральный анализ за счет встроенного спектрометра, где проверяется поверхностный слой изделия, устанавливаем пробу. Дальше мы эту пробу проверяем достаточно банальным способом по закону Архимеда. То есть мы используем гидростатический метод анализа золота, определяя плотность. Конечно, у этих методов и у одного, и у другого есть ограничения. Например, мы не можем проверять золото дутое, ну, то есть то золото, которое там имеет какой-то внутренний объем. И мы не можем проверять золото какими-то большими вставками камней, мы не можем проверять большой слиток, потому что он может содержать внутри какие-то вставки из вольфрама с медью. Но комбинация двух методов и заранее известные эти ограничения, они покрывают 80% всех залогов ломбардов. А это тонны золота по всему миру, которые позволят нам гарантированно сделать эту эмиссию. Мы начали его разработку задолго до окончания ICO. На самом деле у нас был первый этап, который длился с лета 2017 года. Мы работали с такой компанией AirLab, которые как раз специализируются и двигают идею там робономики, экономики роботов, блокчейн, роботы. И ребята нам помогли провести так называемую научно-исследовательскую работу. То есть по канонам разработки всяких изобретений мы проходим несколько стадий. То есть первое — это научно-исследовательская работа, второе — это опытно-конструкторские работы, которые сейчас идут, и третье — это уже постановка в серию. Так вот, на этапе научно-исследовательской работы ребята выдали заключение, провели эксперименты руками, без этих манипуляторов, о том, что да, действительно, при комбинации методов мы достигаем 90% точность. Это не 100% точность, но так как мы дополнительно работаем с теми сетями ломбардов, которые нам заранее известны, то в принципе мы можем этой информации доверять. И вот уже на этапе опытно-конструкторской работы, которая началась с декабря, за полгода мы много очень разных попробовали решений, и сейчас мы вот уже готовы к почти предсерийному производству вот этих роботов. Хорошо, вот такой вопрос тоже. На рынке существует очень большое количество ICO, и все, конечно, берут идеи так вот с поверхности, то у них VR, то ли еще что-то. Вот расскажите, пожалуйста, почему вот вы пришли к этой идее, вот получается очень широкая экспертиза. Расскажите, какие решения вы уже реализовали в бизнесе торговли и обработки золота, и какой вы имеете, так скажем, фундамент в этом бизнесе? Ну, как я уже сказал, когда я говорю мы, это я и мои партнеры, которые являются учредителями проекта, мы также работаем в абсолютно земном рынке, в рынке торговли невостребованными золотыми залогами. То есть мы покупаем
золото невостребованное в ломбардных сетях по всей стране. Мы афинируем его, то есть перерабатываем, очищаем от примесей на государственных афинажных заводах, мы продаем его дальше потребителю, ювелирным сетям. У нас есть своя ломбардная сеть, как я уже сказал, Мосгорломбард. И понимание вот тонкостей и особенностей и потребностей вот этих бизнесов, оно полностью сформировало у нас картину, собственно, а какая IT-технология нужна с точки зрения оптимизации бизнес-процессов, которые присутствуют в ломбардных сетях. И действительно, ну, я могу без преувеличения сказать, что рынок с затаением дыхания ждет появления этого робота, потому что, ну, для тех, кто понимает, это революция, да, потому что если сегодня ломбард – это достаточно сложная структура, состоящая в первую очередь опирающаяся в первую очередь на человеческий фактор, потому что человек, который менеджер, который проверяет, товаровед, как его раньше называли в ломбардах, несет ответственность за определение качества золота, это существенно ограничивает зону распространения вот этих вот ломбардных сетей. Да? То есть нельзя сделать это везде, потому что люди не везде, не все люди умеют определять пробу золота с помощью химреактивов, и все это происходит достаточно медленно. Появление роботов, оно позволит запускать ломбарды повсеместно. В банках, в ювелирных магазинах, в микрофинансовых организациях. Это станет на порядок дешевле. Это займет не 30 квадратных метров, как сейчас, где сидит человек за стеклом, а это займет 1 квадратный метр. Это станет дешевле и позволит существенно снизить стоимость ломбардных займов для населения по всей земле. А я могу сказать, что 500 миллионов человек в мире регулярно пользуются ломбардными займами. Это самый быстрый и безопасный способ получения финансирования, потому что тебе никогда там штрафы не пришлют. Ну, то есть это массовое явление. Но это только первый проект на базе нашего блокчейна, который мы будем реализовывать. А какие цифры можно назвать об объеме оборота торгуемого, может быть, по каким-то странам, вот золота, лома? Я могу назвать точные достаточно цифры, потому что, вот, например, портфель ломбардных займов России только, да, это примерно 1 миллиард долларов. Примерно 10% из этого это невостребованные залоги, соответственно, ну, это где-то 100 миллионов долларов, да, и годовой оборот. Ну, соответственно, в тоннах это порядка там 30 тонн в России. Но Россия это там не самый большой рынок, естественно, есть азиатские рынки, есть и в Европе, и вы найдете ломбарды и на Манхэттене, и в Лондоне, и в Мадриде, и в Пекине, это есть везде. И какую долю вы занимаете в переработке лома золотого в России? Я хочу рассказать зрителям о том, что вот мы действительно имеем возможность реализовать этот проект, и команда очень экспертная. Ну вот сегодня наша компания, которая входит в наш холдинг, она называется Лот Золото, вы можете посмотреть ее сайт, посмотреть ее открытую отчетность. Совокупный ее годовой оборот превышает порядка 130 миллионов долларов. Это весомо. Хорошо, давайте тогда немножко поговорим про Goldmint, вернемся к нему и раскрытие. Вот почему жалуются некоторые люди, которые просто не видят всех перспектив, не понимают рынка, они жалуются, почему так мало разговоров о проекте снаружи, и даже немножко не нравится динамика цены токена. Ну, с динамикой цены токена все очень просто. Мы выходили на бирже, когда биткоин стоил 19 тысяч долларов, потом он упал в 3 раза, а, естественно, все альткоины подешевели гораздо сильнее, потому что когда у инвесторов пропадает вера в флагманский актив, то в молодые проекты вера попадает в разы сильнее. Альткоины худеют еще сильнее. Да. Но они дорожать будут, те, кто выживут, будут дорожать также гораздо быстрее. То есть они тенденцию основного актива, они, конечно, имеют некий мультипликатор, то есть они дешевеют быстрее, дорожают быстрее. Что касается хайпа вокруг проекта, ну, здесь все очень просто. Мы сфокусированы на том, что нужно сначала реализовать то, что мы пообещали, нужно дать возможность минт-холдерам, то есть владельцам нашего токена, запустить мастерноду и начать получать доход. Вот после этого хайпа будет много, потому что в отличие от всех других проектов, где есть мастерноды,
и где владелец мастерноды, купивший токены, чтобы ее поднять, получает такие же токены, в нашем случае владелец мастерноды будет получать фактически физическое золото. Да. Ну, то есть он будет получать голдкоины, кусочки этого голдкоина, части голдкоина, и он может его либо поменять на деньги, либо поменять на физическое золото в Сингапуре, в Амстердаме, там, заказать эту доставку. И это будет для рынка, ну, уникальная вещь. И говорить надо будет не о том, что мы сделаем. Мы об этом много говорили и на ICO, и на самом деле мы участвовали более чем в 10 ивентах на протяжении этого полугода. Мы дали много статей на CoinSpeaker, вы можете поискать, это наш постоянный партнер, о нас говорят. Что касается хайпа, проблема в другом, что сколько бы мы о себе не говорили, вот в данный момент, и не заказывали платных публикаций, не заказывали новостей, те компании, те ICO-проекты, которые делают ICO сейчас, они перебивают нас своим хайпом, потому что они инвестируют в это сотни тысяч долларов ежемесячно. Их десятки, если не сотни. И если бы мы поставили перед собой задачу поддерживать уровень звучания такой же, как был на ICO, нам бы пришлось перебить их всех бюджетами, и мы бы быстро бы потратили все деньги, собранные все только на... Это было бы дороже с каждым днем, да. То есть я вообще, да, понимаю вашу логику развития, потому что вот я вспоминаю бум еще доткомов, потому что все вкладывались в маркетинг, то, что вот интернет того, интернет всего, а на самом деле нужно просто вкладываться в бизнес-девелопмент, и что вы и делаете, собственно. Да, как только держатель мин токена сможет получить первый доход за верификацию транзакций по голдкоину, как только он сможет поменять этот голдкоин на деньги на биржах или у нас в личном кабинете, пройдя там KYC, AML, естественно, и купить на эти деньги, ну я там скажу так, примитивно колбасу в холодильник, да, сразу поменяется мнение, потому что очевидно, что только одна ломбардная сеть даст уже определенный доход на каждый токен, который, ну, позволит говорить с учетом сегодняшней цены о ROE на уровне там 50% в год. Да? И эта цифра будет только увеличиваться при увеличении количества проектов. Поэтому, ну, как говорится, судят по делам, а не по словам. Поэтому нам осталось еще буквально там 2,5 месяца вот до вот этого знаменательного момента, когда будет нажата вот эта красная кнопка, и мы заработаем. Насколько я так примерно знакомился, это то, что даже если представить, что просто если все транзакции Мосгорломбарда, что составляет 28 филиалов, правильно, если они имеют оборот около 15 миллионов долларов годового, и все эти транзакции положить на блокчейн и отдать комиссии майнерам, то это получается около 15 центов на каждый токен, учитывая, что еще не все распроданы, а они будут распроданы, мы сейчас вернемся к этому. И 15 центов на каждый токен, это вот вы сказали 50% ROI, правильно? Ну, он примерно сейчас стоит от 30 до 50 центов. Что? Да. Это только, понимаете, это минимальная рабочая версия проекта. То есть, когда ты сделал уже что-то и доказал сообществу инвесторов, что ты не просто умеешь собирать деньги, но ты умеешь их и тратить, поверьте, у нас достаточно много институциональных инвесторов, не криптоинвесторов, смотрят за тем, что мы делаем, потому что кого-то интересует робот. Люди понимают, что это фантастика, это фактически революция в индустрии, которой 500 лет и никто не пытался даже ничего сделать. Кого-то интересует блокчейн и перспектива нашего токена как стейблкоина, потому что они понимают, что попыток много, и вот тот, кто сейчас даст прозрачную и понятную отчетность по обеспечению токена, тот может составить конкуренцию текущим проектам типа Tether там, и так далее. Кого-то интересует именно токенизация своих активов, потому что они у них лежат, и с ними что-то надо делать. То есть у нас достаточно много вариантов дальнейшего развития, но мы должны сделать первый шаг, и мы его сейчас делаем, это реализовать то, что мы пообещали на ICO. Это для нас сейчас цель номер один. А потом уже можно будет совершенно со спокойной душой, показывая трекшн, говорить о следующих горизонтах, следующих этапах. И все-таки возвращаясь, получается, к нераспроданным токенам, я знаю, что вы сейчас также прикладываете работу по юридической стороне и получаете статус для ваших токенов, чтобы в дальнейшем распространить их для фондов, для новых инвесторов, которые вы изначально не рассматривали, типа Китай, США, Канада, Сингапур.
У нас были закрыты рынки Китая, были закрыты рынки США, Канады, действительно, это большие перспективные рынки. И сейчас у нас в процессе эта работа, она не завершена, потому что нет четкого объяснения. Но мы ведем диалог через адвокатов, мы ведем диалог с комиссией по ценным бумагам, внимательно смотрим за всеми их объявлениями. Пока позиция очень простая, что все токены security. Ну и, видимо, мы придем к тому, что мы зарегистрируем это просто как security и просто пойдем это продавать в Америке. Но очень интересный момент, я могу сказать, что вот американский рынок не интересует, вот, тех, с кем я говорил, не интересуют роботы, то есть они интересуют в меньшей степени, там, не блокчейн технологий, но их очень интересует другой наш проект, который называется криптоноты. Когда есть некий комбинированный продукт финансовый, состоящий из нашего голдкоина, который не может подешеветь так же быстро, как биткоин, и, например, эфира. И вот этот комбинированный продукт является очень интересным инвестиционным продуктом для американского рынка, потому что он позволяет управлять уровнем риска. То есть, если у тебя есть криптонота, состоящая из голдкоина и из эфира, даже если эфир станет стоить 0, стоимость голдкоина не опустится ниже, чем прогнозы по изменению стоимости золота. И этот продукт уже для институционалов становится допустимым к покупке с точки зрения законодательства, и их интересует это. Ну, то есть делаем мы очень многогранный проект, в основе которого лежит блокчейн-технологии, лежит голдкоин, и вот уже какие-то отраслевые решения для ломбардов, для финансовых институтов, для добывающей промышленности, для других трейдеров, например. Это уже какие-то частные кейсы, но они все будут влиять на увеличение оборота голдкоина. А чем больше будет оборот голдкоинов, тем больше Mint будет зарабатывать. Правильно ты сказал, что 15 центов это примерно эстимейт по тому, сколько будет приносить на каждый токен только один проект, только с одной ломбардной сетью. Давайте просто мысленно прикинем, как это будет экстраполироваться. Ну и, собственно, вот это вот экспонент. Для меня сценарий понятен, это просто весь этот бизнес-кейс, он упаковывается и с легкостью продается дальше. То есть это для меня все понятно в этом моменте. Хорошо, вот тут еще у нас подошли вопросы от инвесторов, и, например, их интересует, когда же у нас произойдет все-таки миграция токенов, а точнее, когда она начнется. Да, миграцию мы можем делать уже сегодня технически, но мы решили все-таки не разделять момент миграции и запуск непосредственно майнинга, потому что, мастерноды, потому что, смысл, во-первых, миграция токена МНТП, то есть это Mint Pre-Launch из эфира в МНТ, она не будет иметь каких-то временных рамок. Мы приняли решение о том, что мы делаем миграцию из нашего блокчейна в эфир, неограниченный по времени, потому что всех очень напрягает эта ситуация с EOS, когда кто-то там не успел, не прошел KYC и потерял какие-то свои токены. Это, конечно, всех расстраивает. Плюс мы не хотим терять дистрибуцию, то есть мы четко отдаем себе отчет, что мы не EOS, и что там никто, ни одна биржа не будет сходу брать наш токен нашего блокчейна, и мы не хотим терять для наших инвесторов возможность дистрибуции минта по биржам, поэтому модель очень простая. Если ты хочешь поднять мастерноду, ты меняешь МНТП на минт токена нашего блокчейна, поднимаешь мастерноду, будет мануал, как это сделать, будет саппорт помогать это все сделать, получаешь вознаграждение от оборота. Если вдруг ты решил продать часть своих токенов, ты их снимаешь с ноды, но там нанесено должно остаться не менее чем 10 тысяч, чтобы это была рабочая нода. И излишки ты опять меняешь на эфирный токен, его продаешь на тех биржах, где сейчас есть дистрибуция. Кстати, вот я вижу, там какие-то вопросы идут еще по биржам. Что там? Также вот еще комьюнити интересуется про биржи, а больше всего их интересует вопрос про биржу KuCoin. Что вы можете про это сказать? Про биржи я могу сказать, что мы постоянно с ними взаимодействуем. Мы провели очень интересное аналитическое исследование того, как вели себя там разные токены после выхода на разные биржи.
определили для себя шорт-лист бирж, на которых реально есть смысл выходить. На одну из них уже вышли, это биржа Lifecoin, это там буквально недавно произошло. И действительно мы ведем очень там любопытный диалог с биржей KuCoin. В конце июня они нам написали, что готовы нас рассмотреть. Они провели с нами большое интервью по видеосвязи, запросили материалы по компании, по команде, там, вплоть до фотографий офиса. Вот. И по состоянию на 15 июля, когда мы с ними последний раз общались, они говорят, что мы пока находимся в стадии ревью. И, собственно, я не знаю, чем это закончится. То есть это вопрос не денег, это вопрос о том, что они нас смотрят и принимают решение, брать нас, не брать, но диалог продолжается. И есть еще пара бирж, с которыми мы общаемся, я не хочу сейчас их озвучивать, но чем больше бирж, тем, конечно, выше ликвидность, это мы понимаем, но на стоимость токена напрямую это влияет слабо. Гораздо сильнее влияет курс биткоина и какие-то реальные возможности, которые предоставляет токен компании. Вот для нас это максимально важно сейчас. Про биржу могу от себя добавить, все, конечно же, всегда хотят Binance, но про биржу это отдельная карьерная лестница, когда ты просто по очередности лезешься на биржах первого эшелона, третьего эшелона, второго эшелона, первого, это все по порядку. И главное, чтобы комьюнити просто успевало тоже голосовать, потому что путь, когда нужно заплатить $1 миллион или больше, это, конечно, он не экологичный и глупый, честно. Ну вот у меня тоже и к комьюнити есть огромная просьба, связанная с тем, что как раз сам принцип создания компании с помощью комьюнити, с помощью ICO, он предусматривает не односторонние взаимодействия, когда комьюнити надзирает там над компанией и говорит, как вы там, что вы там, да, то есть в этом плане мы максимально открыты. Мы всегда готовы рассказать, что у нас происходит, но также компания очень сильно, мы рассчитываем на помощь нашего комьюнити, потому что каждый наш инвестор, который когда-то в нас поверил и видит, что в долгосроке мы можем принести хорошую прибыль, он может привести к нам других инвесторов, он может рассказать о причинах, которые его побудили сделать это, и мы видим, что ядро нашего комьюнити, оно ведет себя очень правильно, то есть ребята скупают токены, ребята накапливают это. Поэтому вопрос очень простой. Если вы верите в проект, если вы понимаете вообще, почему токен будет стоить дорого, сейчас самое хорошее время пойти его и купить. Если вы не верите в проект, то надо продавать, можно это сделать всегда и на Банкоре, и на Йобите, да, по более низкой цене, зафиксировали убытки, пошли в другое ICO. То есть принцип очень простой. И комьюнити в этом плане, оно играет роль развития проекта, оно привлекает других участников этого проекта. Может быть, мы добьемся такой реакции, когда мы покажем, что действительно все работает, но осталось ждать недолго, буквально пара месяцев, поэтому все, я думаю, вот тоже по своему опыту скажу, одно из условий, по-моему, KuCoin это проводить регулярные Q&A сессии, собственно, чем мы сейчас и занимаемся, поэтому KuCoin жди нас теперь. Вот, наверное, будем завершать. Последний вопрос, который меня интересует. Вы также в своей белой бумаге рассказывали о том, что собираетесь обменивать крипту на фиат. Что у вас сделано на данный момент? В этом смысле мы тоже завершили огромную работу, связанную с тем, что у нас сейчас есть в составе группы компаний Goldmint лицензированный обменник криптовалют в Эстонии. То есть все слышали, что в Эстонии лицензируются криптообменные компании. Мы пошли дальше, мы получили заключение от Deloitte, компании юридической, о том, что означают на самом деле эти лицензии, что мы имеем право делать, имея эти лицензии, что мы не имеем права. У нас сейчас есть такое разъяснение. В соответствии с этим разъяснением мы действительно имеем право обменивать фиат валюту на крипту и обратно. Соответственно, мы открываем сейчас дополнительные счета при балтийских банках, и в принципе это и будет являться основной точкой обмена Mint на фиатную валюту и Gold на фиатную валюту. То есть в этом плане мы огромную работу провели, спасибо нашему юридическому департаменту, очень долго мы выясняли вообще, что же такое это эстонские лицензии, потому что никто не может сказать, что это такое, нигде нет расшифровок. Сейчас вот у нас, я знаю, что у одних из немногих это есть, потому что в Deloitte мы были первые. Сейчас, может, еще там кто-то, но тем не менее легальная возможность продать голды сейчас она присутствует, и мы буквально недавно, пару дней назад, запустили на нашем сайте личный кабинет,
в котором можно голдкоины как купить по фиксированному курсу, не в режиме биржи, когда там, чем больше ты покупаешь, там, тем выше у тебя курс, что на Банкоре это так, что на Йобите, ну везде, на любой бирже. А совершенно по фиксированному курсу, с небольшим спредом ты можешь купить голдкоин и продать голдкоин. Все это есть у нас на сайте, это работает, можете в этом убедиться. Пока только за эфиры, к сожалению. Вот. Но в ближайшее время мы запустим и карточный биллинг. У нас есть партнер, с которым мы уже, наверное, 8 месяцев интегрируемся и проходим вообще всевозможные досмотры и контроли комплайенса. А также будет возможность с меньшими процентами поменять голд на фиат через банковский перевод. Это все будет вот в ближайшие 2 месяца. Да. В общем, я думаю, на этом все. Я услышал, что все вехи достигаются у компании, и по роадмэпу они не отстают, поэтому спасибо большое, Дмитрий, за уделенное время. Спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца. Ждем вас на биржах, покупайте Mint Coin и хеджируйте через Gold. хеджируйте через Gold. Отлично. Спасибо.